Так, друзья, всем привет! Сегодня у нас на канале, как вы уже догадались из названия, обзор на магнитолу серии премиум на платформе FIT. Эта магнитола, так же как и в прошлом ролике, сделана с помощью русских разработчиков. Точнее, не сама магнитола, а прошивка. Прошивка в этой магнитоле сделана с помощью наших русских разработчиков. Они предоставили эту прошивку на завод в Китай, и в Китае ее уже прошивают вот этой вот нашей русской прошивкой. То есть по функционалу, по железу она ничем отличается от старых версий премиум, но при этом она имеет преимущество, она немножко подешевле. Так, в чем суть? Многие, кто посмотрел прошлый ролик про такую же магнитолу серии Плюс, приходили с вопросом, а где у вас на сайте именно эта магнитола, прошивка от русских разработчиков? То есть они ожидали, что на сайте прямо так и будет написано. На сайте они называют серия Плюс и серия Премиум на платформе FIT. То есть серия Плюс на платформе FIT и серия Премиум на платформе FIT, они сейчас все идут у нас от русских разработчиков. Как там некоторые домыслы делали, что их здесь у нас переделывают, перепрошивают. Нет, вот именно, как я и сказал, поставщик в Китае, производитель берет эту прошивку, устанавливает, и оттуда они уже едут на русском языке с предустановленным облегченным Яндекс.Навигатором, то есть они уже настроены. Но также, если вы покупаете магнитолу у нас, мы вам дополнительно даем другой Яндекс.Навигатор версии побольше, там, где уже вшита Яндекс.Музыка. Сегодня мы его сюда тоже будем устанавливать. Этот навигатор работает именно на сериях Плюс и Премиум, то есть функционал у него побольше, чем у облегченного Яндекс.Навигатора, но при этом работоспособность не теряется. И сразу же к вопросу тем, кто хочет узнать, подойдет ли эта магнитола в мою машину или на какие марки машин она подходит. Я сюда ролик встраивать не буду, как подобрать магнитолу на свой автомобиль. Я просто в описании сделаю ссылку на этот коротенький ролик, где мы как раз рассказываем, как подобрать магнитолу под свой автомобиль. Так, ну давайте ее осмотрим сзади. То есть тут мы видим все преимущества серии премиум. Тут у нас 5G антенна встроена. Здесь также видим, у нас есть оптический и коаксиальный выход под звук. Раньше на серии премиум с памятью 3.32 не было ни оптического, ни коаксиального выхода. Он был только на сериях 4.64. Сейчас уже на серии 3.32 добавили оптический выход и коаксиальный выход. Ну и также, как видим, здесь у нас есть кулер. Дисплей у нас установлен QLED. Ну а в целом все также стандартно. Стандартные выходы. Больше никаких отличий тут нет. Размеры у этих магнитол на данный момент 9 и 10 дюймов. Давайте теперь пробежимся по комплектации. Значит, стандартная комплектация — это у нас два металлических уголка. Силовой кабель у нас идет только под скрутку. Рекомендуется, конечно же, покупать кабель именно для своего автомобиля. То есть уже чтобы здесь с этой стороны были переходники, нужные для вашей машины. И подключать без всяких скруток, без риска повредить что-то. Дальше у нас идет RCA кабель. Вот он у нас самый такой широкий. Как видим, тут у нас слот под сим-карту идет. Дальше выход под кулер. Тут, кстати, хочу обратить внимание, многие люди почему-то в комментариях спрашивают, куда подключать кулер. И я долго не мог понять, почему они не могут найти, куда подключать кулер, а потом понял, что некоторые поставщики китайские в комплектацию кладут провод вот без этого выхода. То есть люди получают его, не могут найти, и потом в видео спрашивают, а куда подключать кулер. Тут уже смотрите сами, это зависит от поставщика. Если он неполноценно укомплектовал вашу магнитолу, все вопросы к нему. Также тут, смотрите, имеется выход под микрофон обычный, джек 3,5, зеленый выход под сабвуфер. Тоже вопросы задавали сабвуферу, нужен ли усилитель. Да, нужен усилитель, это обычный линейный выход, либо нужен активный сабвуфер, либо усилитель. Дальше смотрим видеовход, вот написано CVBS вход 1. То есть сюда можно подключить источник видеосигнала в виде камеры, либо какого-то плеера, для того, чтобы он принимал входящий видеосигнал, но в формате только CVBS. Вот этот вот провод AMP-CON, это для контроля усилителя, для того, чтобы он включался одновременно с магнитолой, для цепи управления усилителем. Ну и также тут у нас есть пара красных и пара белых, это входы AUX, вот эти вот два, правый и левый.
И это выходы на усилитель. В стандартной комплектации у нас тут только 2 выхода под усилитель, но в задний разъем можно воткнуть дополнительный пин, в комплектации его нету. И через этот дополнительный пин можно подключить еще 2 аудиовыхода, и у вас будет 4-канальный усилитель. Также смотрим, тут у нас 4G антенна прикручивается к задней части, GPS антенна также прикручивается к задней части, 2 USB выхода, один у нас на 4 пина, а другой на 6 пинов. Также в комплекте есть простенький микрофон, вот у него, видите, 2 пина, не как у гарнитуры. Микрофон обычный, не такой уж сильный, но если его прицепить куда-то поближе, типа к ремню безопасности, то слышно будет нормально. Ну и последний проводок очень важный, это у нас тюльпан, к которому подключается камера заднего хода. То есть если вы подключаете камеру заднего хода, нужно втыкать штекер не в тот большой шнур RCA, где много выходов, а вот именно на этот тюльпан, который одинокий. И что самое важное, вы должны всегда этот разъем подключать, даже если не собираетесь пользоваться камерой, потому что здесь есть 2 вот этих проводочка. Это антенна Bluetooth и антенна Wi-Fi. Без них сигнал ловить будет хуже. Так, ну по комплектации все. Также придется упомянуть про известную проблему у всех владельцев Android магнитол. Это проблемы с версией Яндекс.Навигатора из Play Market. То есть люди скачивают с Play Market Яндекс.Навигатор, а у них то Алиса молчит, то еще какая-нибудь ерунда происходит. Поставщики программного обеспечения не успевают за Яндекс.Навигатором гоняться и переделывать под него свои прошивки. Яндекс.Навигатор обновляется регулярно и меняет в своей работе какие-то алгоритмы, которые потом не состыковываются с Android магнитолами. Когда обращались в поддержку Яндекс.Навигатора, то есть поддержка ответила, что мы поддерживаем только телефоны и планшеты. На все остальные устройства мы подстраиваться не будем, так что в проблеме с Android магнитолами они уходят в сторону. И вот именно поэтому многие люди пользуются облегченным Яндекс.Навигатором, но в нем нет такого сервиса, как Яндекс.Музыка. Сейчас мы здесь установим навигатор, в котором будет Яндекс.Музыка активна. Этот навигатор мы предоставляем всем нашим покупателям серии Плюс и Премиум, чтобы они могли пользоваться им. Сейчас мы его установим и сюда на главный экран будем его помещать. Так, вот Яндекс.Навигатор мы установили. И теперь очень важный момент для всех. Заходим в настройки. Обязательно вы должны назначить 2 вещи. Первое, это вот приложение навигации. Нужно поставить Яндекс.Навигатор. И также вот этот вот настройку приложения, которое будет работать в лаунчере. И это тоже Яндекс.Навигатор. Если вы эти настройки не сделаете, у вас тут может появляться такое всплывающее окно, что выберите приложение. И люди, кто не зашел в настройки и все не проделал, потом говорят, что у них что-то не работает. То есть настройки нужно обязательно делать. Выбрать и приложение для навигации, и приложение для виджета. Так, сейчас у нас GPS антенна не подключена. Нас должно найти по Wi-Fi. И смотрите, вот здесь вот у нас появилась такая кнопка, как Яндекс.Музыка. Если вы войдете в свой аккаунт и у вас есть плюс, видите, со входом проблем нету. То есть полностью рабочий Яндекс.Навигатор. Сейчас давайте чуть погромче сделаем и послушаем. Алиса, ты слышишь меня? Очень хорошо вас слышу, особенно сейчас. Ну, все, видите? Тут все работает корректно. Так, с этим разобрались. Теперь давайте быстренько пробежимся по настройкам. Настройки здесь точно такие же, как и на магнитоле 9863. Абсолютно ничего не поменялось. Те же самые пароли, те же самые принципы. То есть, чтобы это видео не удлинять до конца, просто сделаю ссылку в описании на видео с магнитолой на процессоре 9863. И кому интересно будет, посмотрите настройки там. Что мы тут хотим показать? Здесь у нас вот система. Мы заходим в информацию об устройстве. И смотрим, у нас версия Android 10. Это настоящая 10-я версия Android. Тут у нас данные о системе. Вот у нас данные о процессоре. То есть это у нас процессор 7862. Именно благодаря вот этому процессору эта магнитола принадлежит серии премиум. Все магнитолы серии премиум у нас идут на процессоре 7862.
и в них установлен усилитель звука 7851, и они подходят для тех, у кого стоят мощные динамики. То есть эта магнитола может выдавать больше мощности, также тут есть оптический и коаксиальный выход для любителей звука. Эквалайзер тут у нас идет такой же, единственное, я говорю, что отличается здесь по звуку, тут у нас стоит усилитель помощнее. Точно так же можно вот регулировать частоты на каждый динамик, управлять басами, разделять их назад наперед. То есть все нужные настройки для того, чтобы управлять звуком, здесь есть. Дисплей тут у нас 1280 на 720. Сейчас давайте поглядим видео. Вот это видео мы у нас проигрываем. Так, флешка моргает. Напоминаю, что тут у нас играет всего лишь один динамик. Усилитель слишком мощный для простого динамика. Также тут можно смотреть видео картинка в картинке. Нажимаем сюда, и вот здесь у нас появляется экранчик, который мы можем поместить в любое время. Можем его увеличить, как нам нужно, и смотреть в любом месте. Очень хорошее качество изображения, дисплей QLED. Нажимаем на крестик и закрываем. Ну и сейчас еще, чтобы проверить, работает ли у нас баланс, хотя на этих магнитолах даже смысла нету. Вот у нас, пройдемся здесь по звуковому полю. Как видим, этот динамик работает, сюда переводим, не работает. Баланс работает, значит, аудиопроцессор стоит на месте, все актуальное. Здесь мы можем переместить цену, как нам будет лучше. Так, ну в целом по видео, по звуку все, ничем она не отличается. Что еще нам нужно здесь проверить? Нам нужно установить программу Geekbench и посмотреть, сколько у нас тут оперативной памяти и сколько баллов получит магнитола после тестирования. Чтобы уже окончательно сравнить ее работоспособность с другими магнитолами и посмотреть, стало лучше, стало хуже или осталось так же, как и было. В целом, при учете того, что на эту магнитолу снизилась цена, нужно, чтобы она как минимум осталась в таком же качестве. Значит, сейчас мы будем устанавливать приложение Geekbench. И посмотрим сейчас, что у нас представляет из себя эта магнитола. Открыть. Соглашаемся. Переходим вот здесь на вкладку Device. Смотрим информацию. Как видим, здесь у нас 364 гигабайта, то есть это практически 4 гигабайта оперативной памяти. Оперативная память тут достоверная. Разрешение 1280 на 720. После того, как мы убедились, что у нас с оперативкой все в порядке, переходим на эту вкладку. Тут, обратите внимание, есть две вкладки. Вот это и вот это. Некоторые тестируют магнитолы вот здесь, тут получается другая оценка, и мне потом говорят, а почему она у нас ниже? Потому что тестировать надо вот здесь. Запускаем тест. Тест на магнитоле будет длиться примерно 10 минут. Для тех, кто смотрит в первый раз, напоминаю, что приложение Geekbench 5 мы используем для того, чтобы оценивать производительность магнитолы. Приложение прогоняет свои файлы, ставит перед магнитолой определенные задачи, то есть перед каждой магнитолой одинаковые. И исходя из того, с какой скоростью магнитола эта задача решит, ей выставляется оценка. Соответственно, чем быстрее магнитола справится с этими задачами, тем больше будет оценка. Но сейчас мы подождем минуток 10 и продолжим наше видео. Так, ну вот наш тест закончился. Убираем окошко от Google. И смотрим результат. 359 баллов это для одного ядра. И 1382 балла это результат для всех ядер. В принципе, 1300 это уже результат отличный. Это говорит о том, что магнитола ничем не хуже, чем та премиум, которая была раньше. То есть по производительности она не уступает. Комплектация в проводах у нее чуть-чуть попроще, но при этом она у нас имеет оптический коаксиальный выход и имеет более низкую цену.
По настройкам, как я и говорил, вы можете посмотреть предыдущее видео на предыдущую магнитолу, чтобы это не увеличивать. В целом, что могу сказать, с магнитолой работать очень приятно, откликается она очень быстро. В некоторых моментах она работает даже быстрее, чем мобильный телефон. Самое главное, эту магнитолу нормально подключить, и прослужит она в таком случае долго. И еще к вопросу из прошлого видео, вот эти сервисы TalkPi Voice, они у нас активируются только платно. Нужно покупать код лицензии, тогда у вас будет голосовое управление. Работает оно, по примеру, точно так же, как TIS, то есть у них есть обычная версия, бюджетная, есть версия Pro. И, конечно же, версия Pro стоит подороже. Сейчас в России у нас произошла монополизация, то есть TIS договорился с производителем приложения, и совершить оплату из России невозможно. Однако через китайцев это приложение можно активировать, и оно будет работать. В целом, в принципе, все, что нужно было про эту магнитолу, мы сказали. С предыдущими магнитолами сравнили, результаты показали. Будет еще скоро обзор на магнитолу такую же, только с версией экрана 2К. Экраны 2К у нас сейчас появились в России в 4 вариантах. Это 2 9-дюймовых и 2 10-дюймовых варианта. Также можете заходить на сайте и смотреть. На этом у меня все. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь видео. Удачи вам всем. Пока.